Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такие, очень красивые слитки. Вся красота, конечно же, вот в этой отделке из цветов. А сами слитки вяжутся столбиками без накида за заднюю стенку. Вот смотрите, какие они шикарные. И вязать их очень легко. И с техникой вязания таких слитков может справиться даже новичок. Вот такую красоту сегодня мы с вами будем вязать. Для слитков я буду использовать пряжу в 100 граммах 180 метров и крючок 4 миллиметра. И вот прежде чем мы начнем вязать вот такие слитки, я расскажу, как рассчитать на свой размер. Мы начинаем вязать с верхней декоративной части, которая состоит из цветочков. И вот эта часть соответствует вашей длине ноги. Но нужно учитывать в вязании то, что вот цветочки, они будут немного вот стягивать вязание. Далее, когда мы перейдем на столбики без накида, вот основное полотно, оно расширится, даст расширение приблизительно на сантиметр или полтора вот больше, чем длина вот этих вот цветочков. Потому при вывязывании вот первого ряда учитывайте то, что полотно будет расширяться. Вот я вяжу на длину ноги 27 сантиметров, и вот мое полотно получается в длину на 27 сантиметров. Начинаем вязать с верхней части с узором. Набираем воздушные петли 1, 2, 3, 4 и добавляем еще 3 воздушных петли. 1, 2, 3. В четвертую воздушную петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И добавляем еще 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Сделали накид, и в четвертую воздушную петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Еще набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 3 воздушных петли. 1, 2, 3. В четвертую воздушную петлю от крючка провязываем столбик с накидом. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Сделали накид, в четвертую воздушную петлю от крючка провязали столбик с накидом. Еще 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 воздушных. 1, 2, 3. В четвертую воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Повторяем все точно так же, вот как вязали в начале. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 3 воздушных. 1, 2, 3. В четвертую воздушную петлю от крючка столбик с накидом.
И в конце довязываем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И вот получается такая цепочка. Вот. Это верхняя часть у слитков, и она будет соответствовать длине вашей ноги. И потому вяжите столько элементов, сколько вам нужно на ваш размер. И теперь начнем вывязывать цветочки. Вот там, где мы провязывали столбики с накидом, сделали накид на крючок, и вот под этот накид провязываем 1, сделали накид на крючок, 2 и 3. Петельки вытягиваем, как вы видите, такие не коротенькие. И провязываем все эти столбики одновременно. Накиды, не столбики, а накиды. Теперь 1 воздушная петля, 2, 3. Сделали накид. И вот между столбиками и воздушной петлей, воздушными вот петлями, вытянули рабочую нить и провязали все эти 3 петельки на крючке. И получился у нас вот пико вышло. Теперь снова под этот столбик с накидом 1 накид, 2 накид, 3 накид. Провязываем их одновременно. 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Сделали накид, и теперь между этими вот пышными столбиками вводим крючок, выводим рабочую нить и провязываем 3 петельки на крючке. Снова накид, и под эту же арочку 1, 2, 3 накида, провязали их, 3 воздушных петли, 1, 2, 3, накид, между этими пышными столбиками вытянули рабочую нить и провязали такое пико. Снова 3 накида, 1, 2, 3, захватили рабочую нить, протянули 3 воздушных петли, сделали накид, между лепестками провязали 3 петельки. И вот из одной арочки вывязали 4 лепестка. Теперь там, где вот воздушные петли, находим центральную. Это вот всего у нас их 5. И вот по центру провязываем столбик без накида. Переходим на следующий, вот под следующую арочку. 1 накид, 2 накид, 3. Провязали их, 3 воздушных петли, сделали накид и провязываем все 3 петельки одновременно. Снова 3 накида, 1, 2, 3, провязали 3 воздушных петли, накид, между лепестками вытянули рабочую нить и провязали все 3 петельки. Снова сделали накид, 1, 2, 3,
3, провязали, 3 воздушных петли, накид между лепестками, провязали 3 петельки и 4 лепесток, 1, 2, 3 накида, провязали, 3 воздушных петли, накид между лепестками, это у нас второй цветочек. Снова находим среднюю петлю и в нее провязываем столбик без накида. Повторяем такие же вот лепесточки, 3 накида, и вот провязываем все точно так же, вот как вязали вот в последующих арочках. И вот когда довязали последний цветочек и пико, в последнюю воздушную петлю провязываем соединительную петлю. Теперь разворачиваем вязание и будем вязать с обратной стороны такие же цветочки. Сделали накид, и вот в серединку провязываем вот один накид, второй накид, третий накид. Точно такие же лепесточки. 3 воздушных петли, 1, 2, 3, сделали накид, и между вот воздушными петлями и лепестком провязываем 3 петельки вот на крючке. Это первый лепесток. Снова 3 накида, 1, 2, 3, провязали, 3 воздушных петли, сделали накид между лепестками, провязали все 3 петельки вот на крючке. Это второй лепесток, 1, 2, 3, 3 воздушных петли, сделали накид между лепестками, провязали третий лепесток и сюда же провязываем четвертый лепесток, вот 3 накида, 3 воздушных петли, снова накид, вводим крючок между лепестками и провязываем все накиды. Вот с обратной стороны тоже 4 лепестка. Теперь провязываем столбик без накида в ту петельку, вот в которой мы уже вывязывали столбик без накида с обратной стороны. Переходим на следующий лепесток, цветочек. Снова в эту вот серединку 1 накид, второй, третий, провязали, 1 воздушная петля, 2, 3, накид, и вот сделали пико. Снова 3 воздушных петли, накида, 3 накида, 1, 2, 3, 3 воздушных петли, накид между лепестками и сделали пико. Снова 3 накида, все их провязали.
Теперь 3 воздушных петли, накид, между лепестками вводим крючок и сделали пику. И сюда же вяжем 4 лепесток. 1, 2, 3 накида, провязали их. Теперь 3 воздушных петли, 1, 2, 3, накид между лепестками. Вот, сделали 4 лепестка. Там, где столбик без накида, с обратной стороны тоже вяжем столбик без накида. И так довязываем вот каждый цветочек. И вот в конце, после последнего цветочка, в последнюю вот воздушную петлю провязываем соединительную петлю. И вот получились такие цветочки. Теперь разворачиваем вязание и будем вязать столбики без накидов. Для начала провязываем воздушную петлю. И теперь вот убираем вот эти вот пику. Вот с обратной стороны у нас такие петельки. И за эти петельки провязываем вот, показываю, вот первая вот петелька, так, 1 столбик без накида, далее вот вторая петелька, 2 столбик без накида, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вот под последнюю 9. Всего за цветочком провязали 9 столбиков без накида. Переходим на следующий цветочек. Вот эти петельки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вот 9-я петелька, 9. Вот что получается. Вот такие столбики без накида. И так вяжем далее по 9 столбиков в каждом цветочке, ну, за каждым цветочком. И вот что получается, когда довязали до конца ряда. Теперь сделали воздушную петлю, разворачиваем вязание и в первый же столбик провязываем столбик без накида за заднюю стенку столбика. Все столбики провязываем за заднюю стенку. Вяжем столбики без накида
Ничего не прибавляем, не убавляем. Так что получится точно такое же количество столбиков без накида, как провязали в предыдущем ряду. Только вот вяжем их все за заднюю стенку. И так довязываем до конца ряда. И вот довязали до конца ряда, сделали воздушную петлю, разворачиваем вязание и тоже вяжем в первый же столбик без накида в предыдущем ряду, только за заднюю стенку. За заднюю стенку провязываем все столбики без накида. И так будем довязывать до конца ряда. Количество столбиков без накида получится точно такое же, как в предыдущем ряду. И вот провязали такое полотно столбиками без накида за заднюю стенку. Полная ширина вязания, начиная вот от цветочков и до последнего ряда столбиков без накида, 20 сантиметров. И шириной, как я уже показывала, я вяжу на 27 сантиметров длина стопы. И теперь переходим к сборке этих слитков. Я вот возьму такой манекен, чтобы наглядно вам показать. Разворачивая наизнанку, лицевая сторона, там где вот цветочки, вот такая бахрома у цветочков. Разворачиваю так наизнанку. И цветочки вот у нас идут по этой вот стороне. И вот нам нужно сложить впереди такой уголок, чтобы этот цветочек вот лежал на уголке полотна, вязаного столбиков без накида. Вот так. Так мы делаем на одну ногу. На другой ноге цветочки будут идти вот с обратной стороны. Вот так. И для того, чтобы было удобнее потом сшивать, возьмем вот нитку контрастного цвета и пришьем этот цветочек, чтобы нам было удобно пришивать. И вот так вот присоединили, сделали вот такой уголочек. Теперь вот выворачиваем. Вот что получается с изнаночной стороны. И теперь вот эту часть нам нужно сшить. Теперь вот берем нитку, из которой вязали слитки. Внизу присоединяем ее. Можно сделать здесь и маленький узелок для надежности, если хотите. Потом все ниточки поотрезать.
можно сделать вот такую закрепку или сделать несколько стежков. И этот хвостик можно вот отрезать. И теперь вот берем по одной ниточке с одной стороны и со второй стороны. И вот так сшиваем одну и вторую часть. Вот по одной ниточке. И вот дошили практически вот до верха. Сейчас я вам покажу. Вот. И теперь этой иголкой вот проходим так между вот этими стежками, которые вот мы делали. Вот так, как мы сшивали. Так доходим до самого низа. Протягиваем ниточку в самое начало. Там вот где сделали закрепочку или узелок, как вам было удобнее. И теперь начинаем вот так подтягивать, вот, чтобы носик был закругленный. Ниточку так подтягиваем. Теперь вот захватываем за столбики вот так ниточкой, чтобы еще больше закруглить носочек. Вот так. И проходим вот до вот этого момента, где мы сшивали, еще так стежками, для того, чтобы было более скругленное. По одной ниточке с одной и с другой стороны. И вот так подтягиваем ниточки. Вот за столбики захватываем с одной и с другой стороны. Вот, как вы видите, получилось вот такое скругление. И вот дошили до вот этого треугольника, где вот так вылаживали. И здесь тоже пришиваем по одной ниточке. Захватываем с одной стороны и с другой стороны. И вот так сшиваем. Теперь разворачиваем вот так наше вязание и продолжаем сшивать вот по другой стороне, там где цветочки. Здесь уже смотрим, вот за какие ниточки нам удобнее подхватить.
И здесь можно уже брать за 2 нитки. Вот с одной стороны мы пришили. Теперь вот выворачиваем вязание. Выводим иголку на лицевую сторону. И здесь нам нужно пришить вот с этой стороны цветочек. И вот так стежками такими, чтобы они были незаметные. Пришиваем цветочек. И теперь вот можно вывести иголку на обратную сторону, сделать там узелок, а вот эту ниточку, которую мы скрепляли, убрать ее. И теперь будем сшивать пятку. Для этого я тоже выверну вот наизнанку. Присоединяем тоже внизу ниточку такого цвета, который мы вязали. Тоже можно сделать или узелок, или закрепку. Это уже как вам удобнее. Я вот сделаю 2 таких узелка, мне так удобнее. Этот маленький хвостик теперь можно отрезать. Тоже вот так по одной ниточке с одной и с другой стороны сшиваем. И вот где-то вот сшили 1,5-2 сантиметра. И так само вот как мы делали на носике, нужно сделать скругление. И проходим вот между вот этими ниточками. Которыми мы сшивали. И теперь вот так подтягиваем. Точно так же, вот как мы делали на носике. Сделаем теперь здесь закрепочку. Вот так поскругляем. Вот дошли до того момента, где вот мы закончили сшивать. И здесь продолжаем точно так же вот с одной стороны и с другой стороны. И сшиваем так полотно до верха. В верхней части тоже, вот когда довязали,
захватываем так по ниточке, там где цветочки. Вот, делаем узелок и прячем нитку. И вот получились такие красивые слитки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!